Мир без виз. Вокруг света с Валерием Шаниным. Израиль. Тропа Швиль-Израэль. Поход по национальной тропе Израиля стал очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. В декабре 2010 года пожар уничтожил большую часть лесов на заповедной горе Кармель. Их постепенно восстанавливают, но пока пейзаж здесь непрезентабельный, как на месте варварских лесозаготовок. Тропа ведет в узкое ущелье Нахаль-Хик. Здесь деревья почти не пострадали. Но как только тропа выводит на открытые склоны, масштабы бедствия сразу же бросаются в глаза. Ни одного живого деревца не осталось. Хотя с пожара и прошло уже 4 года. И дальше точно такая же картина. Заросшие лесом овраги и голые открытые склоны. В районе горы Кармель люди живут испокон веков. Сохранились руины домов и церквей. Есть здесь и жилые когда-то давным-давно пещеры. А чуть поодаль уже лишь поросшие редкими деревьями каменистые склоны. Здесь, как и во многих других местах Израиля, видны усилия местных жителей по восстановлению лесов. На это благое дело жертвуют деньги как частные лица, так и крупные корпорации. Вдоль берега непрерывной чередой тянутся банановые плантации. Тропа выводит к побережью Средиземного моря и поворачивает на юг, в сторону Тель-Авива. Еще немного дальше, на холме Офер, установили вышку. Окрестности удается окинуть взглядом только со смотровой площадки. На тропе часто встречаются монументы и памятники. Так, например, чтят память об израильском военном летчике Моти Шароне, погибшем 29 декабря 1988 года в возрасте 25 лет. Есть и большие мемориальные комплексы. Надписи чаще всего только на иврите. Через узкое ущелье тропа входит в густой сосновый лес. Земля здесь каменистая, неплодородная. Но люди как-то ухитряются заниматься сельским хозяйством. И коров разводят, и оливковые деревья выращивают. На окраине поселка Зикрон-Яков, на территории ботанического сада Ганель-а-Надив, полным ходом идут археологические раскопки. Руины закрыли крышей для защиты от дождя. Древний источник Эйн-Зур в первом веке нашей эры римляне облагородили. Прорубили 50-метровый туннель, построили акведук для транспортировки воды. С тех пор уже 2000 лет прошло, но источник не заглох. И вода в нем такая же чистая, как и прежде. Ее можно смело пить и без кипячения. В жаркий день, конечно, нужно и искупаться. На тропе такая возможность выпадает нечасто. Ой. О. А вообще купание, конечно, не настоящее, как в ванне. Ой. На ферме Хербат-Акав люди жили уже во времена Ирода Великого. И позднее, в византийскую эпоху. С тех пор сохранились руины нескольких зданий и гигантское мельничное колесо. Но самое главное здесь — прекрасный вид на побережье Средиземного моря. Для того, чтобы попасть на берег, нужно спуститься вниз и пересечь железную дорогу.
По римскому акведуку вода из источника Нахаль-ат-Аниним шла в расположенный на берегу город Кесария Палестинская. Именно здесь, в столице Иудеи, были дворец Ирода Великого и резиденция римского прокуратора Понтия Пилата. В ранние века местная христианская община была одной из самых больших и влиятельных на всем Ближнем Востоке. В VII веке город захватили арабы. В 1191 году сюда пришли крестоносцы. Они продержались вплоть до 1265 года. С тех героических времен сохранились городские укрепления, руины храмов и церквей. За Кесарией тропа вышла на берег моря. Дальше, вплоть до Тель-Авива, она пойдет вдоль кромки воды. Тропа вышла на берег Средиземного моря. И по пляжу десяток километров, может даже больше десятка. Пересекаем курортный город Нетания и вновь возвращаемся на пляж. Свежий вечерний бриз. Тепло, но не жарко. Вечером на берегу никого нет. Но палатки здесь ставить категорически запрещено. Песок достаточно плотный, особенно у кромки воды. Идти легко и приятно. Античный город Аполлония, также известный как Арсуф, был разрушен в 1265 году армией султана Бибарса и с тех пор не восстанавливался. Куски стен и крепостных укреплений отваливаются и падают с высокого берега вниз, прямо на голову проходящих по пляжу людей. Ходить здесь опасно, но проход не закрыт. Власти ограничились тем, что расставили вдоль берега предупреждающие таблички. Если что случится, то пенять будет не на кого, вас предупредили. Начинаются дальние пригороды Тель-Авива. Народу на пляже становится заметно больше. Утренний моцион. Купаться никто не рвется. Вода и так уже достаточно прохладная. А тут еще и небольшой шторм разыгрался. Только серферы спешат воспользоваться оказией, чтобы покататься на волнах. Швиль-Израэль входит в Тель-Авив с северной стороны, в районе ТЭЦ и Старого маяка. В центре города земля очень дорогая, но городские власти все же не стали распродавать выходящие к реке Яркон участки. На принадлежащих муниципалитету землях разбили парк. Кусочек живой природы среди небоскребов и автострад.